Привет, самурай! Как тебе такие новости? Киберпанк 2077 в полном фарше, в полном графоне, с рейтрейсингом, с RTX появится в первый же день на платформе GeForce Now. И, казалось бы, облачный стриминг никому не нужен, но война за контент почему-то уже начинается. И для тебя это не было бы таким большим сюрпризом, если бы ты чуть-чуть пораньше подписался бы на канал, ну и следил бы за тем, что я говорю. Я ставлю на то, что Киберпанк 2077 вот в первой итерации мы увидим так, как он задуман, только на ПК. И разница будет достаточно серьезной. Вообще мы получили за последний месяц два таких важных знака. Первый — это то, что Nvidia совместно с CD Projekt анонсировали эксклюзивную лимитированную версию видеокарты 2080 Ti, брендированную Киберпанком. И, в общем-то, это нам подсказывает, насколько это важная видеокарта для игры. Я уже говорил, что, скорее всего, Киберпанк 2077 станет первой такой большой AAA игрой, в которой будет задействован рейтрейсинг полностью. И она будет выжимать все соки из 2080 Ti, и именно под эту карту, скорее всего, команда точит игру так, чтобы она и выглядела прекрасно, и, в общем-то, не тормозила. Зная CD Projekt, получиться может по-разному, но, мне кажется, разработчики нам уже не один знак подали, что все именно так дело и обстоит. Куда интереснее то, что эта новость идет бок о бок буквально, да, вот несколько дней прошло с того момента, как Blizzard вдруг отозвал все свои игры с GeForce Now. И в тот же день анонсировал многолетнее сотрудничество с Google. Ну, выводы напрашиваются сами по себе. По всей видимости, у нас начинается уже контентная война, то есть ни один из сервисов по большому счету не готов. Google Stadia запустилась типа, но на самом деле это бета, все понимают. GeForce Now только-только в Америке вышел из беты, и с этим, в общем-то, связан был такой скандал, потому что Nvidia брали разрешение у Blizzard потестить их игры на платформе на период беты. Когда, в общем, вся эта история вышла в релиз, Blizzard сказали: эй, погодите, что это вы на наших играх будете зарабатывать? Nvidia при этом вот выступили с обращением, что они не поняли Blizzard, потому что их, в общем-то, модель финансовая не подразумевает то, что Nvidia зарабатывает на самой игре. Она представляет только сервис. То есть GeForce Now ты играешь в уже купленные тобой на различных платформах игры, то есть в Steam, там, на Epic Game Store, и платишь ты за сам сервис, то, что ты с телефона, с основного компьютера, откуда угодно можешь в игру поиграть, которую ты уже купил. Но вот официально пока что Blizzard такой подход типа не устроил. И непонятно, компании договорятся или нет, но согласитесь, новость о том, что Blizzard заключает многолетнее партнерство с Google и будет вести вообще все свои трансляции, устраивать все свои премьеры только в Ютубе. Это очень такая знаковая история. Думаю, что все-таки речь идет еще о том, что и игры Blizzard эксклюзивно будут появляться на платформе Google Stadia. Хотя это еще, конечно же, вилами на воде писано, еще может много раз переиграться, посмотрим. Но, скорее всего, это именно оно, и мы еще ждем анонса клауд-сервиса от Amazon в связке с Twitch, где Twitch будет витриной, так же, как YouTube будет витриной для Google Stadia в будущем. Ни одно, ни другое, ни третье еще не набрало, в общем-то, популярность. Один сервис мы еще вообще не видели в работе, а война за контент уже начинается. И на самом деле я думаю, что мнение о стриминге сейчас все больше и больше будет меняться. Уже в России запустился GeForce Now, и, как мне сказали, они в России вот с первым кластером достигли потолка, возможно, будут расширяться уже скоро. И что интересно, я буквально на днях получил сообщение от своего давнего зрителя, который канал много раз поддерживал, вы, кстати, тоже можете, и там много всего эксклюзивного, еще раз напоминаю. Так вот, он делился впечатлением тем, что он поставил GeForce Now на Android смартфон, там вышло приложение, и как ему, вот он живет в Санкт-Петербурге, как ему на самом деле круто играется, пускай там с какими-то задержками. Он реально кайфует от стриминга, говорит, что люди окружающие тоже, в общем, охреневают, не понимают, как это возможно на телефоне играть в большие игры с геймпадом. Что меня посмешило, он издевается над консультантами в магазине, подходит там к демо-юниту, быстренько подключает свой логин-пароль и начинает в какую-то большую игру играть, из-за чего у них глаза на лоб лезут, типа, что это
как-то он игру на компьютер поставил. В общем, он по-всякому поизвращался, в том числе на телеке играл, управляя всем со смартфона. Ну и на самом деле неплохо так поиздевался над технологией. Я думаю, в ближайшее время все это дело повторить. Ну а с вами на сегодня прощаюсь. Движуха начинается интересная. Я вам говорил, мы вступаем в очень интересный период, когда в игровой индустрии очень многие столпы будут меняться. И, в общем, посмотрим, куда это все нас приведет. Будущее завораживает. Ну а вам советую быть меньшими скептиками и с оптимизмом в него смотреть. Скоро увидимся, много сюжетов сейчас выпекаем. Обязательно посмотрите наш предыдущий ролик про VR, который на днях вышел. Мы над ним работали аж 2 недели, и в нем просто огромное количество работы и по съемкам, и по монтажу. И на самом деле многие потеряли к VR интерес, и это совершенно зря. 2020, запомните, это год VR. Совсем скоро, буквально через месяц, я уверен, что говорить о нем будут гораздо больше, и нужно уже интересоваться темой. Наши ролики для этого как нельзя подходят. С вас лайк, подписка, особенно если вы интересуетесь темой Киберпанк 2077. Скажем так, вам нужно на этом канале быть весь этот год, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну и, как я уже сказал, увидимся скоро. Счастливо!